Как вам появление легендарного молота Чистого Неба под ту самую эпичную музыку с первой части? С гимном клана Чистого Неба Ван Дун призвал сильнейший дух в мире, полностью сокрушив своего противника. А какой была реакция зрителей, это что-то с чем-то. Кажется, даже 6 красных колец Хуэйхао не вызвали такой бурной реакции всех в зале. Думаю, никто из присутствующих вообще не ожидал увидеть этот мощнейший инструментальный дух, молот небес, потому что вот уже десятки, а то и сотни лет он нигде не появлялся на континенте. Одно лишь мощное движение молота, без любых навыков и умений, отбросило назад того мастера поддержки с колокольчиком. Ван Дун властно с духом клана Чистого Неба двигался по арене. Казалось, ничто не могло его остановить. В небе с появлением молота также образовалась гигантская фигура молота, что шокировало всех. Вместе с ней и образы нынешних глав Чистого Неба, Дамина и Эрмина. От такого удара все было сметено с пути. Согласно оригиналу, даже пришлось вмешаться судье, мастеру 70-го ранга с духом защиты, иначе тот ученик Академии Небесных Знаний попросту не выжил бы. Судья отступила на 2 шага назад, чтобы стабилизироваться после удара молотка, и, затаив дыхание, произнесла: «Какая огромная мощь! Неудивительно, ведь это легендарный молот Чистого Неба. А представьте, что будет, когда Ван Дун найдет хотя бы парочку колец на молот. Его мощь вырастет в разы». Сражение с Академией Небесных Знаний действительно было трудным, но весьма зрелищным. Сюй Сэнши пострадал, защищая Цзянь Наньнань от ангельского духа. Хэкай Сяо Сяо – это вообще без комментариев. Кстати, в серии все чересчур сократили. В оригинале они героически проиграли. То есть все зрители аплодировали Сяо Сяо, маленькой девочке, которая с 2 кольцами бесстрашно выступила против мастера 50-го ранга. К тому же она должна была активировать свой второй дух, флейту 9 фениксов, но в серии это вырезали. Ну и еще с деталей. Хуэйхао не вылетел за границу арены вместе с Яо Цином, капитаном вражеской команды, потому что в конце Ван Дун собрал всех товарищей, поднял на плечи и поставил вместе, как победителей. Однако в целом битва и правда была зрелищной, особенно впечатлил дух Бэйбэя. Золотой Святой Дракон, такой, какой вызывали Железно-Золотой Треугольник. Можно с уверенностью сказать, что каждый в 7 монстров Шрека сделал все возможное для победы. И они действительно победили. Интересно, что после этого боя учитель вышел и рассказал всем зрителям, что случилось с основной командой, и почему на турнире выступает резервная. Вся правда была раскрыта. И вот почему. Учитель хотел, чтобы зрители узнали, на что пошли эти юные ученики для победы. Загадка, стоящая за командой Академии Шрека, была окончательно решена, и это ошеломило всех присутствующих. Особенно это касалось последних слов учителя. В их команде на самом деле было 3 детей, которым всего по 12 лет. Согласно трейлеру, все видели молот Чистого Неба Ван Дуна и поэтому поняли, он должен быть из клана Чистого Неба. Но почему у него не фамилия Тан? Клан Чистого Неба долгое время не появлялся перед миром и был скрыт на протяжении тысячелетий. Но Ван Дун родом из этого клана, и его фамилия другая. Ван Дуну придется многое объяснить. Также защитник Звездной Империи, титулованный, был отправлен, чтобы побольше разузнать о Хуэйхао. В каждой из 4 империй континента есть могущественный титулованный, который защищает страну. Этот человек по имени Чен Ган, чрезвычайно могущественный. Он обладает силой 95 уровня и входит в 3 лучших во всей Звездной Империи. Его боевой дух также был раскрыт. Это Император Муравьев. У Ченгана была определенная цель – найти Хуэйхао. Он подозревал, что Хуэйхао был духовным зверем 100 тысяч лет, превратившимся в человека. Если вспомнить, точно так же подумал старейшина Сюаньцзы, увидев способности Хуэйхао. А поскольку Ван Дун был с Хуэйхао и у них идеальное слияние, есть подозрение, что он тоже может быть духовным зверем. Чен Ган очень жаждет духовных костей, тем более 100-тысячелетних, поэтому он, естественно, хочет схватить Ван Дуна и Хуэйхао, а затем убить их, чтобы получить кости. Чтобы не создавать проблемы шумихи, он тихо следовал за Ван Дуном и Хуэйхао, пока они не достигли безлюдного места, и лишь тогда он внезапно начал действовать. Но в итоге титулованный Чен Ган понял, что они не духовные звери. Просто Хуэйхао использовал навык духовной кости Ледяной Императрицы. Поскольку она лично взяла контроль над телом Хуэйхао, у него была аура Ледяной Императрицы. Это еще на турнире заставило Чен Гана думать, что Хуэйхао был одним из 10 сильнейших злобных зверей. После этого старейшина Сюань встретился с этим титулованным и отделал того как теленка. Он использовал устрашающую силу, близкую к силе абсолютного титулованного, и заставил Чен Гана дать себе 100 раз пощечину в наказание за то, что тот напал на Хуэйхао. Это очень напоминает, как Танхао заступился за сына и слегка проучил Джао Вуджи.
А турнир между тем продолжается, и у команды монстров Шрека новые противники. Но в этом бою, наконец, Лин Лучень примет участие. Она будет первой, кто выздоровел из основного состава. Лин Лучень – мастер контроля с 5 кольцами. Этого достаточно, чтобы значительно усилить команду монстров Шрека. Это будет бой 7 на 7. Однако Лин Лучень взяла с собой лишь Хуэйхао. Другими словами, они вдвоем против всей команды противника. Это будет уже интересно. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам эта крутая сцена с молотом чистого неба. И большое спасибо Фенакс, надеюсь правильно произнес ник, за донат и пожелания. Вы не представляете, как приятно такое читать. Подписывайтесь на канал и всем пока.